У кого есть дети, знают, насколько важны для ребенка прогулки. Если во дворе у ребенка есть друзья или интересные занятия, то порой загнать его домой очень непросто. По себе знаю. В детстве, когда родители звали домой, казалось, что тебя прервали на самом интересном месте, и домой было идти очень тоскливо и грустно. Сегодня буду делать так, чтобы таких моментов у моих деток было как можно меньше. И чтобы когда нужно было идти домой, они бежали с радостью. Привет! Меня зовут Виталий Пуртов. Я приветствую вас в своей мастерской My DIY. Сегодня я буду делать качели и повешу их прямо у себя в квартире. Буду делать из простого материала, из сосны, но сделаю это немножечко в сложной форме. У меня как раз есть подходящий метровой доски размером 40 на 150. Его я разделю пополам и буду склеивать из него щип. Торцы под склейку я выравниваю с помощью старого уровня, прикрученный к нему упором. Этот способ не подойдет для твердых сортов дерева, но для сосны вполне себе сгодится. Потому что я буду сжимать мощными трубными струбцинами. И при склейке все эти неровности нивелируются. Наношу обычный клей ПВА и точными движениями размазываю клей по поверхности. Покрепче затягиваю струбцинами и оставляю на 5 часов сохнуть. Теперь этот щит нужно выровнять, а потом калибровать. Базу на щите буду делать с помощью своего приспособления для рейсмовского станка, потому что фуганка до сих пор у меня еще не появилась. Выравниваю и задаю базу с одной стороны с помощью кондуктора, а потом переворачиваю доску и калибрую под нужный размер. Затем выравниваю кромку щита. Сидушка качельки будут состоять из нескольких планок. И по задумке, чтобы на них было удобно сидеть, края я буду закруглять. У меня как раз есть подходящая радиусная фреза. И вот с помощью фрезера я с двух сторон щита края скругляю. Затем делаю промежуточную шлифовку грубым абразивом. С помощью каретки для циркулярной пилы я буду напиливать весь этот щит на сегменты. Чтобы они получились одинаковой ширины, я ставлю упор, прижав кусочек фанеры струбцами. Вот таким нехитрым способом получилось 9 сегментов будущей качели. Теперь нужно скруглить торцы у всех этих сегментов. Буду делать я это другой радиусной фрезой с меньшим радиусом. И для этой операции мне понадобится вставить свой фрезер в стол. Это простое приспособление, я как-то уже показывал, как я его делал, что сможете этот ролик найти у меня на канале. Крепко держа заготовку, я прохожусь радиусной фрезой по всем граням. Все эти заготовки по задумке будут нанизываться на канат. И для этого в каждом сегменте качели я буду просверливать 10-миллиметровое отверстие. Сверлильного станка у меня пока нет, но сверлить это все нужно очень ровно. Поэтому применяю я к этой операции свой кондуктор для мебельных шкантов. Он для этого оказался очень подходящим. Сегменты будут насажены на 8-миллиметровый канат. И чтобы ребенок не прищемлял себе ни попу, ни ножки, нужно сделать между этими сегментами зазоры. Для этого в ход пойдут остатки от прошлых проектов, обрезки черенков. Я их также нарежу на сегменты длиной примерно 1,5 см с помощью упора, струбцины и каретки для циркулярных пил. В центре каждого этого сегмента нужно также просверлить отверстие диаметром 10 мм. Кондуктором уже сюда не подлезешь, поэтому предварительно делают керном насечки. Долго думал, чем удерживать сегменты во время сверления, и ничего не придумал лучше, как струбцина. Буду очень благодарен, если мне подскажете на будущее,
чем все-таки лучше пользоваться. Потому что мой способ хоть рабочий, но, как видите, очень много брака получается. Переходим к финальной шлифовке. Так как все детали достаточно мелкие, я решил закрепить шлифовальную машину к поверхности стола. Одной струбцины для этого оказалось достаточно, и я вам скажу, способ вполне себе удобный и рабочий. Перехожу к малярным работам. Покрывать буду маслом с воском для напольных покрытий. Я его уже использовал в нескольких проектах. Осталось совсем немножечко на дне банки, поэтому как раз вот на качельке этого должно хватить. Масло с красящим пигментом, поэтому его нужно тщательно перемешать. А для удобства нанесения и экономии масла лучше это делать губкой. Это покрытие нужно наносить в 2 захода. Первый слой наносится обильно, потом через 10 минут вытираются остатки воска и масла и оставляется на 12 часов. После высыхания наносится второй слой масла и через несколько минут также вытирается сухой ветошью. Теперь все детали готовы к сборке. Подвешивать качели я буду на анкерные болты. Все-таки это крепление относится к одним из самых прочных. У меня в квартире, как у многих, наверное, натяжные потолки. Но мне повезло, что есть одна балка, которая не закрылась подвесным потолком и которую очень хорошо использовать для подвешивания качелей или даже, может быть, в будущем гамака. Просверливаю буром на 10 2 отверстия. Ну что, я до туда дотянусь. И покрепче затягиваю анкерный болт. Так как хотелось побыстрее порадовать ребенка, поэтому сначала делаю конструкцию неразборную. Но на момент монтажа этого ролика уже были поставлены карабины, так что в любой момент можно качелю снять или повесить обратно. Что такая высокая будет? Соединил 2 конца веревки обычной стяжкой. Мне кажется, это достаточно прочное решение, но если есть какие-то мысли на этот счет, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Вот и все, теперь появился у ребенка лишний повод вернуться с радостью домой, особенно когда на улице дождь. Достаточно предложить ребенку: давай-ка я тебя посильнее раскатаю. Качели я расположил прямо напротив окна, и когда раскачиваешься, ноги у тебя оказываются прямо на улице. Вот только бабушкам мы это видео показывать не будем.